Привет, подписчики! Наше сегодня видео индивидуальное, оно для Натальи, город Москва. Наносить мы будем декоративную штукатурку Прованс. Нанесение у нас уже было снято, подобное, но мы его повторяем, потому что нужно подобрать цвет. Мы будем наносить на одном образце серые тона, холодный и теплый. Вы, наверное, думаете, что с моей головой. Молодая парикмахер с радостным криком «Вам как в прошлый раз?» херакнула мне вот так вот машинкой, подстригла. И дальше я тоскливо сидела и наблюдала, как мои русые-косы 2-сантиметровые падают на пол. Наносить будет Роман, а я буду печально озвучивать за кадром. Смотрим. Мы готовим себе планшет и проклеиваем лентой. Можно показать ленту? Вот такая оранжевая лента STM Decor. Мы проклеиваем себе место, где не хотим запачкать. У вас это могут быть углы, внутренние, наружные, еще какие-то места. И будем покрывать кварц-грунтом. Кварц-грунт — это достаточно укрывистый материал. Он похож на краску с кварцевым песком. Наносится для того, чтобы создать равномерный цвет в стене. В случае, если начнет просвечивать штукатурка, да, где-то будет очень тонко, то у нас будет однородный фон светлый. И создает шероховатость. Наносим его с помощью валика с мелким ворсом и раскатываем по стене, как краску, не оставляя излишних подтекающих капель, наслоений и так далее. Покрываем. И даем ему полностью высохнуть в течение часа 4 достаточно будет. Кварц-грунт у нас не колерованный, и Прованс будет у нас наноситься тоже не колерованный. Вот смотрите, был черный планшет, а сейчас он светленький, однородный. Ждем высыхания кварц-грунта. Декоративная штукатурка Прованс. Вот такой материал, густой, эластичный. Подходит для объемных фактур и для необъемных тоже подходит, что где небольшой рельефчик. Если вам она покажется густовата, вы можете ее развести водичкой до удобной консистенции. Декоративные штукатурки на акриловой основе можно разводить немножко водичкой. Ну, 5%, скажем, если кому-то проще именно в цифрах измерять. До удобной. Вот она штукатурка. Наносим ее. Наносит Роман, вот он. А я печально озвучиваю за кадром. Ну ничего. Знаете, вот плохой парикмахер — это не самое худшее. Вот плохой врач — это гораздо хуже. Поэтому мы девушку простим и просто больше к ней не ходим, и все. Такую армейскую стрижку. Можно в армию ходить. Делаем протяжку. Протяжку можно делать как слева направо, так и справа налево. Это вы как хотите. Смотрите, по кварц-грунту нанесли декоративную штукатурку Прованс и немножко протягиваем, не жирно. То есть мы не накладываем жирные слои. У нас буквально на необъемный такой фактура получается. Не толстый слой. И вот так вот протягиваем. Точно такой же образец мы наносили на большой стене. Он был у нас там колерованный, желтенький. А в данном случае мы рассматриваем белый Прованс, покрыт воском колерованным. И подбираем цвета серый холодный и серый теплый. В чем отличие? Давайте вот пока Роман наносит, чтобы нам не молчать, расскажем о цветах. По моему мнению, чистого серого цвета не существует. Я могу ошибаться, не надо это буквально воспринимать, я только говорю свое мнение.
Серый цвет, он бывает теплый и холодный. Он бывает с оттенками бежевого, голубого, там бывает он в зелененький уходит. Ну, то есть он всегда с оттенками. Если мы, например, колируем штукатурку и добавляем в нее просто черный пигмент, она у нас будет с голубым оттенком. То есть она будет холодная, голубоватая. Ну, опять же, смотря, что рядом будет, какая мебель. Нанесли прованс и даем ему подсохнуть минут 30. Так, вот он поближе, смотрите. Где-то местами просвечивает, но это не критично. Это высохнет, покроется воском и цвет сравняется. Вот такая вот фактура. Даем подсохнуть и вернемся к нему. Влажной чистой кельмой спустя некоторое время, совсем небольшое, полчасика, минут 40, мы приглаживаем прованс, подхожу ближе и наблюдаем. То есть вот такой он у нас фактурный, а мы его вот так вот поджимаем, верхушечки сглаживаем, чтобы не шкурить. Поджатые такие верха. Вот. Кельму постоянно протираем, чтобы она была чистая. Если на ней будет залипать штукатурка, то у вас это все останется на стене дефектами. Поэтому пригладили и кельму протерли. Вот так получается. Теперь у нас нет острых краев, которые будут царапать руку или губочку, с помощью которой мы далее будем покрывать. Не будут губочку махратить вот эти острые части. И полностью даем высохнуть в течение образно суток. Примерно сутки ждем. По высохшему провансу мы будем наносить серый, вот такой вот серый воск. Будем наносить два цвета. Сейчас я вам разницу покажу. Вот это оба цвета серые. Смотрите, который справа, он холодный серый, он с голубым оттенком, а который слева, это теплый серый, он больше с коричневым оттенком. Бывает еще, например, сирее, да, ну там, вот этот вот на фоне вот такого может вам показаться коричневым, но это серый цвет, и вот такой вот теплый у него оттенок, а у этого холодный. И наносим с помощью губки. Наносим воск губочкой в углубление, чтобы он попадал. Смотрите, он в банке был такой темный, да, казался. А сейчас мы его наносим, и он светлый достаточно. Темный он будет только вот в самой фактуре, в глубине. Это используется для того, чтобы выявить такой 3D-эффект, скажем так. И мы покрываем специально два цвета, для того, чтобы клиенту дать возможность выбора. Это не как тот парикмахер, который стриганул и все. Мы даем выбор человеку. Мы человеку даем выбрать, обкорнать его сразу или чуть попозже. Ну, то есть это шутки шутками, но мы даем вот. Вы можете смело к нам обращаться, потому что мы помогаем с выбором. И просто абы как, вот наливая колер в ведро, мы так не делаем. Мы сначала отправляем фото, видео. Вы можете заказывать у нас декоративные штукатурки, и мы все это вам комплектуем, все, что нужно. Необходимые инструменты, какие-то, может быть, подготовительные материалы. И цвет мы вам выбираем. И только когда мы убедились, что это именно ваш цвет, только тогда мы его колируем и отправляем. Только тогда. Вы можете смело к нам обращаться. Мы именно для этого работаем. И работу свою любим. И четко понимаем, что делаем. Можно сделать потемнее, можно сделать посветлее. Самое главное — понять тональность. Губкой могут убираться излишки. Они могут убираться много прямо, то есть, да, практически
совсем, чтобы было светло. В этом плюс воска. Пока он сырой, вы можете его корректировать. Сделать потемнее или посветлее. Вот так выглядят цвета. Вот так. Холодный и теплый серый цвет. Они у нас еще на контрасте, да, один светлее, а другой темнее. Но смысл-то от этого не меняется. Холодный, даже если он будет темнее, он холодным и останется. Сейчас высветлим еще, для того, чтобы было более правдоподобно. Чистой губочкой влажной высветляем. Вот так. Декоративная штукатурка Прованс, воск колерованный и предварительно нанесенный кварцгрунт. Вот это весь комплект, который нужен, чтобы добиться вот такого вот результата. И все это вы можете заказать у нас. Материалы в наличии. Пишите по ссылкам в описании. Ждем ваши заявки. Всем пока!